Катастрофическое столкновение парома «Королева Виктория» и грузового судна «Сергей Есенин». Паром «Королева Виктории» эксплуатировался канадской компанией BC Ferries, предоставляла все основные пассажирские и автомобильные паромные перевозки для прибрежных и островных населенных пунктов в канадской провинции Британская Колумбия. Паром имел длину 104 метра, ширину 24 метра, спущен на воду в 1962 году. Был оснащен двумя дизельными двигателями Paxman, обеспечивающими максимальную скорость 18 узлов. Вместимость на судне 100 автомобилей, а также мог перевозить до 800 пассажиров. Судно «Сергей Есенин» – это сухогруз, принадлежавший России, построен в 1968 году на верфи в Хорватии. Его валовая вместимость составляет 10 152 тонны. Длина судна 159 метров, ширина 21 метр. 2 августа 1970 года грузовое судно «Сергей Есенин» столкнулось с пассажирским судном компании BC Ferries «Королева Виктория», на борту которого находилось 626 пассажиров, в результате чего в боку парома образовалась 35-футовая пробоина. В результате аварии 3 человека погибли и по меньшей мере 6 получили ранения, в том числе 2 получили серьезные ранения. На борту парохода «Королева Виктория» погибла 31-летняя Энн Хаммонд и ее маленький сын и 17-летний подросток. Авария произошла в 11 часов ровно, в воскресенье на борту корабля «Королева Виктории», следовавшего между Цавасеном и заливом Шварц, на узком участке воды между островами Гальяна и Мэйн, известном как Активный перевал. Проход имеет ширину всего 400 метров в самом узком месте, а также имеет печально известный слепой угол, из-за которого трудно увидеть другие суда перед входом в канал. Обычно корабли, входящие в перевал, связывались друг с другом по радиопередатчику, чтобы обеспечить безопасные водные пути, но эти два судна, похоже, работали на разных частотах. Капитан парома «Королева Виктории» сказал, что позвонил, чтобы объявить о своем входе, и спросил, есть ли еще кто-нибудь в канале, но не получил ответа. Лишь примерно через минуту, войдя в перевал на полном ходу, 15,5 узла, он увидел советское сухогрузное судно «Сергей Есенин». К этому моменту корабли находились всего в четверти мили друг от друга, и несмотря на попытки снизить скорость или держаться подальше друг от друга, у них не было достаточно времени, чтобы избежать столкновения. В результате Сергей Есенин врезался в борт «Королевы Виктории» примерно под углом 45 градусов, чуть не разрезав пассажирский паром пополам. После столкновения суда оставались сцепленными вместе около 2 часов. Одним из основных моментов поездки на пароме Британской Колумбии из Ванкувера в Викторию является Active Pass, узкий канал, проходящий через острова Цавасен и Шварц-залива. Особенно интересно, когда два парома одновременно плывут в разные стороны, заставляя их прижаться к берегу. Это также самая опасная часть перехода для капитанов паромов. В тот день было ясное летнее утро, когда капитан Джеймс Поллок вошел в Active Pass на пароме «Королева Виктория». Капитан Поллок не ожидал увидеть на пути 14-тонное российское грузовое судно «Сергей Есенин» в том месте. Хотя в те дни для глубоководных грузовых судов не было ничего необычного в том, чтобы срезать путь через Active Pass, отрезая 14 километров от пути следования. Капитан Поллок сделал радиовызов, объявив об их входе в канал, но паром и корабль работали на разных радиочастотах, и ему никто не ответил. Дэвид Крэб был канадским пилотом на борту Сергея Есенина, и его работа заключалась в том, чтобы безопасно доставить грузовое судно в Ванкувер. Он не знал, что «Королева Виктории» опаздывает из Цавасена, и повел грузовое судно по более короткому маршруту. Вместо того, чтобы сделать длинный поворот, грузовое судно сделало резкий вход, который превратился в широкий поворот в середине канала, когда он двигался через перевал. Два судна столкнулись и медленно покатились по каналу. При ударе стальной нос грузового судна прорезал левый борт парома, на борту которого находилось более 626 пассажиров и членов экипажа, почти разрезав его пополам. Прежде чем он остановился,
Он прорезал 2 уровня внешней палубы и проник почти до середины носового салона на пассажирской палубе. Стальной потолок был смят до пола, а стулья, на которых сидели пассажиры, уничтожены. Стекло и журналы валялись на полу. Из сломанной трубы на ковер вылилась вода. Один из пассажиров, Эдвин Уотсон, увидел приближающееся грузовое судно, встал и крикнул пассажирам, чтобы они перешли в дальний конец гостиной. Когда они просто уставились на него, он начал физически отталкивать их с дороги, рассказал его сын Скотт. Он получил благодарственное письмо от компании BC Ferry Corporation. По результатам расследования выяснилось, что в основном виноват экипаж судна Сергея Есенина, хотя не обошлось без вины и капитана Королевы Виктории. Королева Виктории была отбуксирована обратно в порт. Российское грузовое судно взяло на себя большую часть вины и выплатило компании BC Ferries $550 тысяч в качестве возмещения ущерба и 60% всех претензий третьих лиц. Паром Королева Виктории была отремонтирована и снова введена в строй. Верхняя палуба была добавлена в 1981 году, и она была частью флота до 2000 года, когда BC Ferry продала ее компании, базирующейся в Доминиканской республике.